День Александр Белов, 3 апреля, как эмбрион человеческий заселял биосферу. Но существует три варианта воздействия на эмбрион человека, животных, растений. Естественный путь трансформации эмбрионов существует, в общем, от теории эволюции, в нее не верят эволюционисты. Ну, в общем-то, это когда скручивается онтогенез в обратную сторону. Создание эмбрионов химеры, редактирование геномов эмбриона, геномодифицированных эмбрионов. Ну, то есть вот три варианта, по крайней мере. Ну, начну издалека. Членисторуконогие такие были первые, наверное, существа на Земле. Гипотетические, конечно. Возможно, они так выглядели, возможно, не так разумные. Из прошлой, из галактики какой-то, так сказать. Ну, а уже от них до Кембрия паукообразные насекомые, ракообразные многоножки. Вернее, это кембрийский взрыв, так называемый, 540 миллионов лет назад. Ну и скручивание эмбриона идет у разных членистоногих. Чем оно характерно? Например, вот бархатные черви у них похожие на членистоногих, но тем не менее отличаются. Эволюционисты их считали предками раньше, щупальцевые, то же самое похоже на членистоногих, ну, кольчатые черви, само собой, плоские черви похожи на кольчатых, немертины, ну, и ископаемые разные членистоногие, они фактически тоже похожи. То есть сейчас 95% видов этих у нас, а если вместе с этими взять разными эмбрионально приспособившимися формами со скрученным, как говорю я, онтогенезом в обратную сторону, то есть онтогенез в обратную сторону скручивается, то, значит, и будет уже 98% всех видов, от всех видов живых существ, которые на Земле живут. Ну, окаменелости на суше в Докембрии не сохраняются, и на море тоже, и вот они начинают сохраняться. Ну, вот это вот, возможно, так выглядел материк, там сады какие-то разные, в общем, прототакситы, такие грибы, тофономические артефакты прежних геологических эпох. Правда, они появляются где-то 400 миллионов лет назад, в силу того, что они ископаемые не сохраняются. Грибы вообще, вполне возможно, это царство, его отдельные организмы выделяют. Это генно-модифицированные такие организмы, сделанные искусственным путем членистоногими. Ну и в каменноугольном периоде хвощи-папоротники, конечно, они гораздо раньше появились, известное дело. Но дело в том, что существует тафономический эффект, когда окаменелости, в общем, стираются на суше, а в морях они больше представлены. Благодаря редактированию генома, мне кажется, были созданы и папоротники сами, и хвощи, и, в общем-то, огромные деревья. В общем, членистоногие, как они, возможно, выглядели, масса ручек, ножек, в общем, разумные, и копулятивные ножки тут есть, или ручки, в общем, они, видимо, были живородящие. В общем, грибы как раз, вполне возможно, при наличии хитина, они очень хорошо перевариваются членистоногими, а являются эмбрионами, сделанными эмбрионами членисторуконогих. Понятное дело, что эта вся история началась в видимой нам спектре 542 миллиона лет, когда она известна как взрывная эволюция Кембрия. На самом деле была взрывная, скорее всего, инволюция Кембрия, когда разумные существа, они заселили и сушу, и море, вернее, не разумные, а предки, потомки разумных существ. Но так как окаменелости животных на суше, они уничтожены, не дошли до сегодняшнего дня, того времени, ранний палеозой, то остались только вот эти окаменелости морских обитателей, которые очень, конечно, выглядят ужасно. И главное, у них огромный мозг, фасеточные глаза больше, чем у многих, там у муравьев, например, у муравья 100 фасеток и так далее. Ну, что называется эмбрионы? Наша тема эмбрионы. Создание химер — это как бы в топе современной науки находится. Зародыш смешанного происхождения, берутся черные и белые мыши, зародыши сталкиваются, эмбриональная, в общем-то, оболочка срывается, сталкиваются, и потом они образуют новую эмбриональную оболочку, и смешанные, видите, они черные и белые. То есть можно, как говорится, мужика и бабу, грубо говоря,
скрестить в одном флаконе будут мозаичные животные. Ну вот химера козы и овцы. Она еще получена в 80-е годы, эта линия. Видите, у нее часть овечьей шерсти, а часть козьей. То есть таким образом скрестили, вернее, это не скрестили, а просто химера. Это не скрещивание на самом деле. Ну и в 2017 году, в общем-то, эмбрионы химеры, состоящие из клеток человека и свиньи, вырастили. Очень так любопытно. Запреты есть на дальнейшее изучение этого дела, поэтому до 28 дней, в общем-то, им позволили развиваться, потом прекратили. Ну и есть программа очень любопытная сама по себе, сама эта программа называется, где она тут, CRISPR-Cas9, технология резки, то есть это умные ножницы. Когда геном, это уже геном, это уже не химера. Можно сделать, в принципе, порезать геном, чего-то вычистить, чего-то сделать новенькое, вставить туда. Все это началось в 1980 году, а особо это после 2012 года, 2012 стало распространяться. Ну и вот мы здесь видим, в 2015 году уже удалось не просто прочитать, но и отредактировать геном человека. Вполне себе, в общем-то, такие делают, в принципе, вводят РНК, входит специальная синтезированная РНК, белок определенный, и он уже встраивается в ДНК, ее кодирует, и эти геномные последовательности, они встраиваются, РНК и белок рассасываются, вставки не видны, в принципе, такие мозаичные животные могут существовать, а растения, ну, в общем, можно кактус с человеком скрестить, можно кого угодно скрестить, там редиску и лошадь, грубо говоря, апельсины, ну, не знаю, сову, все что угодно можно, так сказать, соединить. В общем, было бы желание. Желание есть у наших, в общем-то, разных людей. Вот Nature публикует 2017 год уже, значит, применение с помощью, в общем, можно починить, сломать любой ген. А как понять, где, в общем-то, в геноме, какой ген за что отвечает? Его надо сломать. В общем, сломать, и какой-то выключается признак у живого организма. И поэтому они любят, биологи, ломать гены, вот, и выяснить, как они работают. В общем, этим занимаются группа ученых. Вот она отредактировала 2017 год, ну, это схематичная. В общем, все эти, так сказать, человеческие эмбриончики в пробирке можно. В общем, в принципе, человека создать, улучшить. Вот такая Евгеника на новый лад, позитивная Евгеника. Можно улучшить человека, придать ему свойства, я не знаю, там орла или, ну, в общем, всего чего угодно. Можно вообще сделать человека с огромной головой. В общем, вот две женщины получили Нобелевскую премию в 2020 году, значит, по химии как раз за вот это генетические ножницы. CRISPR, вот это вот как раз, ну, на самом деле их 6 программ существует, генетических 6 программ, это просто одна из самых популярных, а сколько неучтенных, это бог знает сколько. Ну вот примеры редактирования генома, вот эти пятна сделали, убрали серенькие, стали, солнце не так жжет на этих коров. Значит, томаты, они стали разветвлений больше и больше томатов. Добавили мышц собакам бигль. В общем, стало вполне себе трансгенным животным для трансплантации органов, которые, ну, знаете, трансплантация органов – это такая прибыльная вещь. В принципе, выращивают почки, печень, там, селезенку, человеческие в свиньях. И, понятное дело, трансгенные животные, можно, в общем, улучшить их параметры. И, в общем, они таким образом вполне себе подходят человеку. Трансгенные модифицированные продукты, в принципе, тоже любой вкус, в принципе, можно придать помидору, вкус там ананаса, или ананасу придать мясо, а мясу придать рыбу, а рыба и не рыба, не мясо. Ну, в общем, все что угодно, было бы желание. Позволяет носить мутации, не оставляя следов, поскольку внедряемая РНК и белок в клетке деградируют, они ничего не остается, сохраняется только сама мутация. Фактически это делает то же самое, что и происходит при селекции. Поэтому, в принципе, последние 4 года это очень популярно. Популярно, но не совсем. Вот китайский ученый где-то год назад, 2 года назад, 5 декабря 2018, он шокировал мировую общественность тем, что он заявил о рождении, в Гонконге была конференция,
младенцев, 3 младенцев, у которых отредактирован геном, и они нечувствительны к вирусу ВИЧ. В принципе, его тут же набросились, раскритиковали, научное сообщество, как он посмел вообще в это вынести все широко, и он исчез. Ученый исчез, куда-то исчез. Вот, через некоторое время выяснилось, что он не исчез, а он сидит в тюрьме, он должен выплатить 3 года сидеть и штраф 430 тысяч долларов. В принципе, нашли его в тюрьме. Ну, в общем, такая вот вещь. Поработать с этой программой могут все что угодно. В интернете за небольшие деньги можно купить набор, где есть все необходимое. Для школьников, для студентов. Если вы обладаете более-менее, ну как бы, какими-то, там, я не знаю, электронный микроскоп есть у вас там, стоит на подоконнике, то можно посмотреть, в принципе, скрестить там вирус, например, какой-то с кактусом, кактус человеческий, там, сперматозоид или оплодотворенную яйцеклетку, потом опять-таки эту яйцеклетку, оплодотворенную зиготу, допустим, в матку суррогатной матери подсаживают или в суррогатную свинью даже, в общем, они вынашивают хорошо человеческих детей, и так далее. Ну, то есть, в общем, никаких прогресс биомедицинской науки налицо. То есть можно создавать, не нужно уже искусственная матка, над этим боролись много лет назад, вот, пытались, один чудик в институте, ну, в общем, чудик, условно говоря, конечно, он доктор наук, от гинекологии и акушерства, Питерский институт, еще в 80-е годы предложил программу, когда выращивать эмбрионы в питательной среде. На самом деле его тоже раскритиковали, критиковали и других, которые делали. Такой Петруччи был ученый в 60-е годы, он создал эмбрион человека, потом, правда, было опровержение, что это фейк и так далее. Ну, в общем, трудно разобраться, потому что это гонка биотехнологий, они засекречены, конечно, все эти данные. Но вот что любопытно, что не засекречено. По моей версии биосферы, то есть вы представляете, да, то есть к какому глобальному сногсшибательному открытию мы подошли, прям вот реально. То есть через интернет можно... Еще раз повторю, любую как бы инновацию, в общем-то, заказать. И, в принципе, эмбрион человека сегодня могут выращивать в питательной среде до 6-го дня, чтобы нужно изменить, чтобы он жить, питаться и размножаться во внешней среде самостоятельно. Это вопрос будущего науки. Если этот вопрос удастся решить, то человечество получит неиссякаемый источник пищи. В принципе, над этим тоже работают. Над этим думают, и что было в прошлом? Биосфера Земли заполнялась вверх, снизу вверх потомками бывших людей со скрученным онтогенезом, как я считаю, вот кишечно-полостные, личинно-хордовые, иглокожие, бесчелюстные, бесчерепные, рыбы, амфибии и так далее. То есть экологическая пирамида строилась на основаниях, а основания... Поэтому скручивание онтогенеза, оно шло в зависимости от условий обитания и пищи, самое главное. То есть, если этим эмбрионам есть было что питаться, в основном это фильтраторы, вот личиночно-хордовые, полухордовые, иглокожие, ну там они какие-то фильтраторы, какие-то хищники, в общем. Они занимали нижние ступени экологической пирамиды, широко расселялись в морях на суше и являлись кормом для более поздних потомков эволюционирующих людей, которые вселялись в биосферу уже в разное время, в период где-то 27 миллионов лет. Вот такой период вселения этих людей. Они первые захватили эту нишу у самого основания, а уже низы, они в принципе, вернее верхи, они подстраивались к низам и использовали низы как пищевые ресурсы. Ну вот, в принципе, так я думаю, что многократное появление разумных людей было с последующим превращением в позвоночных. Вот это вот циферки идут от 530 миллионов лет, когда появилась Пикая, до 120 тысяч лет назад, когда кроманьонцы и их потомки, современные люди, внезапно вдруг появились на Земле. То есть вселений было много. И взрослые звери приспосабливаются, вслед за ними приспосабливается их эмбрион, то есть это один из способов изменения эмбриона. Эти вот изменения, они сохраняются более-менее похожими на ранней стадии. На ранней стадии эмбрион человека с момента своего появления является
самостоятельным живым организмом, это надо понимать, то есть он реагирует на внешние воздействия, развивающиеся по внутренней программе. Эта программа может изменяться под воздействием гормонов, например, или каких-то иных веществ материнского организма, регуляторные пептиды, то есть мать может регулировать в зависимости от пищи, источников и так далее, корректировать эту программу эмбриона, по которой он развивается. Если же он в искусственной матке развивается или где-то во внешней среде, или там какие-то гены сюда добавлены растения или животного, или гриба, то он уже может, этот эмбрион, с укороченным циклом развития, с укороченным онтогенезом во внешней среде быстро очень размножается взрывным образом, и возникает массовые плантации, и можно накормить не то, что как бы 8 миллиардов, которые у нас сейчас есть, а в общем, хоть 28 миллиардов на Земле. Ну и понятное дело, что вот до 6-го дня он еще не имплантирован в матку, поэтому, в принципе, его можно так или иначе с ним работать, с этим эмбрионом. Такие признаки, в общем, они характерны для всех позвоночных. Ну, Карл Беррош сравнивал эмбрионы и отметил, что эмбрионы разных видов намного более похожи друг на друга. Ну, позвоночных имеется в виду. Это как раз указывает, что у всех позвоночных был предок человек, никто иной, но со скрученным онтогенезом. А вот Геккель такой, он сравнивал уже эмбрионы со взрослыми особями. Он, конечно, ошибался, это и сейчас эволюционисты понимают хорошо. И правота Берра подтверждается не Берру, а Геккель, он выдавал желаемое за действительное, когда он говорил о том, что онтогенез в ускоренной форме повторяет развитие вида. Ну и в принципе, что для нас важно? Эмбрионы разных видов не всем одинаковые, но у них есть глубокие черты сходства. И это ранние черты сходства. И как раз ранние черты сходства эти вот проявляются у медуз, например, гаструла человеческая, ну человеческая условно в кавычках, сами понимаете. Ну и отсюда понятно, почему у полумедуз вот такой вот есть особая группа медуз, у них есть глаза человеческие, никто не понимает, но все глазные камерного глаза компоненты присутствуют. Роговица, хрусталик, часто предметный слой, диафрагма. В принципе, мозга нет, а глаза есть. Направлять, фокусировать этот хрусталик мышц нет тоже, она не умеет, причем изображение, оно уходит за сетчатку туда, то есть оно, в принципе, расфокусировано, она никак не может использовать этот человеческий глаз, а в принципе он человеческий. Вот, ну их два, а там еще мелкие глазки. Поэтому, в принципе, ну и главное нет мозга, потому что мы же мозгом видим, в принципе, это же тоже понятно. Для чего, и в общем это гадают, а что гадать, это рудимент в явной вере, оставшийся от человека. Асцидия тоже очень похожа на личинку, вернее личинка асцидина, это оболочники, личинка хордовая, она в принципе имеет и зачатки мозга, и глаз, и нервную трубку, и кишечную, в общем и хорду. А потом в взрослом состоянии это в такой мешок превращается, оно просто фильтрует, и все там уходит, и все эти нервные трубки, и зачаток головного мозга, все это не нужно. И почкованием, как эмбрион ранний, она способна тоже создавать целые колонии большие. Ну и то же самое можно сказать полухордовые, это такие черви, которые в земле там, в общем, не в земле, а на дне ползают, и в общем полухордовые личинки, их тоже похожи на иглокожих и на хордовых, перистожаберные, иглокожие. В принципе, стадия личинки похожа на ранний эмбрион человека, указывает, у кого произошли иглокожие. Вот, кстати, это личинка, тут рот, кишка, анальное отверстие, то есть такая кишечная трубка, которая формируется на раннем онтогенезе человека. То же самое, вот это онтогенез звезды, морской звезды, тоже очень похоже, что звезда, она формируется внутри вот этого человеческого эмбриона, может, ну, человеческий в кавычках, она как бы разрывает его на определенной стадии. То есть не плавно переходит, а в результате метаморфоза. То же самое разные, так сказать, ланцетники. Ланцетник, вторично упростивший свою морфологию организм бывшего человека, как я считаю, хотя его считали, в принципе, таким эталонным для нас. На самом деле, вот эволюционисты потеряли предка. Недавно вышла, ну, буквально неделю назад, ну, 2 недели назад, статья. Палеонтологи США, Канады, Южной описали разномальков миног. Они похожи на ланцетник, но дело в том, что они-то похожи на ланцетник и считались предками, ну хотя бы такой моделью для
наших предков, оказалось, что у миног в ископаемом состоянии у них крупные глаза, ротовая воронка и другие признаки взрослых. То есть, иными словами, потеряли предка, предка нет. То есть надо опять-таки говорить, что предок был человек, но этого, конечно, они не могут говорить. Жаберные щели, ну, я вам не буду говорить, времени уже мало, не осталось практически. Никаких жаберных щелей у эмбриона нет, а на самом деле есть висцеральные дуги, где формируются гортани, челюсти, слуховые косточки и так далее. Все это очень важно. А эмбрион, приспосабливаясь к водному среду обитания, он, конечно, превращает, фистулы такие делают, превращает это желчные карманы в обмен, ему уже не надо ни четырехкамерное сердце дальше развивать, ни один из желудочков сердца, одно присердие, то есть у него двухкамерное сердце становится, легочный кровообращение уходит, потому что он может извлекать кислород из воды, и вот в воде такие эмбрионы превращаются в рыб. Ну, в принципе, экологическая пирамида по численности, она в начале Кембрия формировалась. И вот эволюционисты еще говорят, что усложнение поведения связано с мозгом. Но еще раз повторю, что это, конечно, связано с экологической пирамидой. Почему у рыб маленький мозг, у амфибий побольше и так далее, и так далее. То есть заселялась биосфера снизу вверх. Более крупный мозг не надо было иметь. Ну и человека некуда падать. Современному человеку звериные ниши уже заняты, то есть биосфера заполнена под завязку, поэтому, скорее всего, когда прилетят инопланетные новые вселенцы, земной человек уже не изменит свою форму, а его мышление не станет как у зверей, но будет значительно примитивнее, чем у его вот этих вот пришельцев инопланетян. Ну, его могут спокойно использовать в качестве рабов, слуг, по крайней мере, умные инопланетяне станут такой расы господ. Ну, если как бы у них не будет коммунизма и все такого разного, да. Ну вот, в принципе, да. Ну вот я закончил, спасибо, мы уже завершили. Все. Один единственный вопрос. Можно? Да, один. Я тоже. Ну, один. Добрый день. Да. Быстрее вопрос. Спасибо, У нас Александр времени. Иванович. Вы таким большим объемом, Большими мазками, широкими. владеете, что поневоле у меня возникает вопрос к вам. Можете ли вы на него ответить? Так создана или нет уже модель биологической клетки? Биологическая клетка создается в процессе. Давайте ваш вопрос. Александр Иванович, вы сказали страшные вещи. Значит, вот эти две девочки, которые получили Нобелевскую премию, и после этого школьники могут резать этот геном у себя, не знаю, там, на кухне, это ящик Пандоры открыт. Но он открыт уже 1,5 года, 2. Хорошо, вот 1,5 года, здесь нет никаких моральных принципов. Мало того, этот Нобель, который на самом деле деньги заработал на продаже оружия, теперь еще Нобелевскую премию им дали за то, что они вот ножницы придумали, как геном резать. Нет, ножницы придумали, ну, их активно придумали вот как инструмент 5 лет назад всего. То есть это свеженькое. Поэтому можно резать вирус и чего хотите. Ничего плохого нет. В этом плохого нет, но и хорошего. С одной стороны. Так, ну все, С другой если стороны. вопросов нет, ну...